Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. И приглашаю вас подписываться на мой канал, здесь будет интересно. Ну а мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам об истории создания природно-ориентированной психологии и психотерапии. Некоторое время назад я записывал видео о том, что такое природно-ориентированная психология и психотерапия. Обязательно посмотрите его. Повторяться в плане содержания не буду, потому что сегодня в центре внимания именно история создания, а не технические детали. Кратко напомню, что природно-ориентированная психология – это индивидуально настраиваемая система психологической помощи, основанная на включении человека во взаимодействие с природой и природным пространством для коррекции и профилактики психологических проблематик. Ну а начать эту историю я хочу с выражения благодарности нескольким людям. Дело в том, что общение именно с этими людьми вывело меня на путь сближения с природой и в прямом смысле привело в природное пространство. Речь о периоде 2007-2008 годов. Вот сейчас я искренне благодарю Ирину Аржаных и Александру Остапенко. Тогда никто из нас не мог знать, но без нашего общения природно-ориентированная психология просто не появилась бы. И есть еще один человек, оказавший на меня влияние, и уже именно в контексте создания и настройки природно-ориентированной психологии и психотерапии как и системы и практики. И этим человеком был Андрей Сидерский. Это украинский разработчик уникальных тренировочных систем хатха-йоги. Ссылка на его инстаграм будет в описании к видео. Пусть мы и не знакомы лично, но, Андрей, вам огромная моя благодарность. В подходе Сидерского к хатха-йоге меня привлекли два принципа. Первый состоит в том, что он выделил в качестве базы процесс дыхания, на который, как бусины на нить, нанизываются асаны. В результате происходит объединение внутреннего движения, то есть дыхания, с движением внешним. В природно-ориентированной психологии в качестве базы я выбрал контакт человека с природой, вокруг которого выстраивается весь остальной процесс техники и практики. Второй принцип, который я позаимствовал у Андрея Сидерского, это блочное построение тренировочной системы под конкретные цели. Иными словами, выделение готовых алгоритмов. В случае с психологической помощью я разработал алгоритмы работы с разными психологическими проблематиками. И вот соединение этих двух принципов позволило мне сделать свою систему максимально гибкой и индивидуально настраиваемой, результат в которой зависит от личных усилий, практики и интереса человека к самому себе. Итак, как же появилась природно-ориентированная психология и психотерапия? Самый простой ответ – через процесс моего самоисследования, но это будет не совсем точно. Внутри природно-ориентированной психологии и психотерапии есть не только практическая, но и информационная часть, описывающая личность и общество. И эта информационная часть появилась намного раньше, на несколько лет раньше, нежели практическая. Мне всегда был интересен мир и глобальное общество. Изучая их, честно говоря, мне не понравилось то, что я увидел. А именно место и роль людей в обществах, качество жизни, состояние здоровья, направленность глобальных процессов. И я захотел ответить на вопрос, что можно сделать, чтобы стало лучше. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно было сперва ответить на вопросы, кто такой человек как личность и в каком обществе он будет жить. Так и появился взгляд на личность, который я назвал «квантовый человек», и модель общества. Подробнее о них вы можете почитать в моем исследовании, ссылка на которое есть в описании к видео.
Приоритетной для меня являлась и сейчас является идея и цель объединения. Объединение людей, объединение психологического знания и практики, объединение психологии с другими дисциплинами. Потому что люди могут развиваться только тогда, когда они объединены, когда посвящают время жизни не борьбе, а помощи, не только потреблению, но и созиданию. И я несу эти смыслы через свое творчество и через свою работу. Собственно говоря, я и в YouTube-то стал видео выкладывать, чтобы доносить идеи объединения и помощи, вместо идей ненависти и насилия, которых сейчас очень много. Так вот, информационная часть природно-ориентированной психологии формировалась в период 2009-2012 годов, а потом произошло нечто удивительное. Я живу во Владимире с 1997 года, и всего в 20 минутах за моим домом течет река Клязьма. Но я никогда там не был. И вот однажды, сам не зная зачем, я решил, что хочу пойти туда. Ну и пошел. И именно в тот июньский день 2013 года я впервые познакомился с рекой и с полем, вдоль которого она течет. И это событие оказалось по-настоящему поворотным и ключевым, потому что именно в то лето, гуляя именно по тому полю, сидя на берегу именно той реки, природа открыла мне всю базу моей будущей системы помощи. Там мне пришли в голову все основные техники и практики. Именно там и тогда я понял, что психологическую помощь можно осуществлять самостоятельно, заменив проводника в лице психолога на проводника в лице природы. И что именно на это в дальнейшем нужно будет делать упор. Именно в то лето и в том месте я осознал, а точнее почувствовал, насколько восстановление связи с природой может помочь людям исцелиться. Причем не только на уровне психологического здоровья, но и на уровне всего общества. Все, что я писал ранее о личности и обществе, впервые по-настоящему обрело смысл и соединилось в единую картину и прикладную систему. И имя этой системе также появилось именно тогда – природно-ориентированная психология и психотерапия. Клязьма и то самое поле стали впоследствии, да и по сей день являются важнейшими элементами всей моей жизни, как профессиональной и творческой, так и личной. Именно в этом пространстве я проводил 5-летние исследования эффективности природно-ориентированной психологии и психотерапии. Там я провожу большинство природных сессий с клиентами. Это место стало мне домом, может быть, даже больше, чем квартира, в которой я живу. Кто-то все произошедшее назовет случайностью. На самом деле, может, оно так и есть, но для меня это случайность, настоящее чудо. Однако это еще не все. Природно-ориентированная психология родилась, но ей предстояло расти и развиваться. Одним из шагов на пути развития стало исследование эффективности в 2014-2018 годах, о котором я уже упоминал. Еще одним шагом стало создание в 2018 году символа, то есть логотипа, и особого послания, раскрывающих суть моих идей. Этот логотип, кстати, вы можете видеть на обложке каждого видео или в нижнем правом углу видео. А внутри этого логотипа то самое послание, которое звучит как «Sacrum Sanctum», то есть «священное убежище». Ну и здесь имеется в виду природа как убежище и источник восстановления. В 2019 году в дополнение к монографиям о личности и обществе, базовому описанию природно-ориентированной психологии как системы и материалам исследования я написал еще 3 книги, описывающие пошаговые алгоритмы работы с различными психологическими проблематиками. Но, подводя некоторый итог этой истории, скажу, что природно-ориентированная психология и психотерапия – это плод огромных усилий, времени и опыта. Она не высосана из пальца и не выдумана за 5 минут на коленке, как бумажный фантик, внутри которого очередная маркетинговая пустота. Это не просто товар, который нужно продать. Эта система рождена через мое слияние с природой. На ее создание и развитие ушло уже более 10 лет. Она постоянно дополняется и совершенствуется. Эта система дана мне, чтобы я передал ее другим людям.
Именно для этого я ищу помощь в масштабировании и распространении системы. Ну вот, например, через создание мобильного приложения. Снова подчеркну, что я не единоличный автор природно-ориентированной психологии и психотерапии. Во-первых, я проводник знаний, которые открыла мне природа. Во-вторых, напрямую или косвенно мне помогали многие люди. Вот некоторых я упоминал уже сегодня. И вклад тех, кто мне помогал, просто неоценим. Мне важны люди, ведь именно для них создана природно-ориентированная психология и психотерапия. Важно их здоровье, развитие и способность к адаптации. Я хочу, чтобы люди жили лучше и чувствовали себя лучше. Хочу вообще жить в мире, который решает свои проблемы, а не создает новые. И вот, пожалуй, на этой ноте я закончу свою историю. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!